Дмитрий, добрый Да. день. Мы рады видеть вас сегодня в Камунинском суде. Вы сегодня пришли смотреть на этот процесс Михаила Борисовича Ходорковского в этом видео. Ваше впечатление? Ой, прям сердце выскакивает. Вот это очень тяжело выдержать. Сейчас скажу вот так. Я же читала в средствах массовой информации, что происходит, и я знакома с этим. Меня это интересует. Опасная эта история. Все говорят театр абсурда, а мне кажется, другой жанр. Фарс-гиньоль есть такой. Фарс-гиньоль. Идет издевательство прямое, страшное. Страшное издевательство над людьми. Потом одно из моих невероятных впечатлений – интеллект и мощь интеллекта Платона Леонидовича. Я просто потрясена, как он в течение такого времени, как у него мозг работает. И я вот подумала, я еще не слышала Михаила Борисовича, я обязательно это сделаю. Вот кризисный менеджер. Вот кризисный менеджер, который может вывести, да не только Россию, который может работать в обстоятельствах кризиса. Человек с такой культурой и бизнесмен. И, конечно же, он замечательный юрист. Я не знаю, он самоучка, или это уж так его профессия этого потребовала, или это его ситуация потребовала от него, но он потрясающий юрист, он ведет диалог, это такая логика мощная, такой замечательный русский язык, и я, как актриса, я вижу напряжение, которое не покидает этого человека и не выводит из строя. И, конечно, вот этим вот двум связанным между собой людям, свидетелю и прокурору Лахтину, очень сложно. Поэтому Лахтину приходится пренебречь всякой бдительность потерял напрочь. Ему же надо было хоть как-то камуфлироваться. Он потерял бдительность, и у него только один аргумент – заткнись. Замолчи. Все, молчать. Потому что ему нечего сказать. Он вне темы. У него одна тема – заткнуть высокий, мощный интеллект и не дать ему проявляться. Это настолько очевидно. Мне показалось, что из 4 свидетелей, вот эти эксперты, тот, который сегодня выступал, у него наиболее вызывающее доверие лицо. Не пугающее. И такой человек. Но все равно я не ожидала от него такого. Сначала он говорит, что он не был связан с Каримовым, а дальше он отвечает на вопросы, поставленные, как он работал с Каримовым. И он на них отвечает. Потом видно, что это какой-то профессионал, которого призвали работать на тему, видимо, Каримова. Или Лахтин его, в общем, он с той стороны. Но как же он мог пропустить вот эти вот, я даже записала, пропустить свои ошибки, в которых он откровенно признается. Разные компании. Оказывается, он называет компании, которых он знать не знает. Это просто описочка. А если бы не было такого подробного, такого мощного напора со стороны Платона Леонидовича, то это бы пропустил суд. Я вообще была поражена, что судья пошел все-таки навстречу обвиняемым и разрешил отдельно допросить, а не всех хором. Это что это такое? Это как хором они будут отвечать? Это такого вообще я не могу себе представить этого. В общем, у меня страшное впечатление. Страшное. Это пугает все. Но с другой стороны, все-таки есть, представьте, в России люди с таким могучим интеллектом, с такой мощной харизмой. И причем в зале равных им нету.
Я, правда, не знаю, рядом со мной сидели очень интеллигентные люди. Но я не могу себе никого представить, кто в клетке мог бы настолько владеть собой, быть настолько мужественным, спокойным, ироничным и не терять мысль. Очень сложно столько часов не терять мысли, ориентироваться в этом бесконечном вот этом словоблудии. Потряс прокурор. Потряс меня прокурор Лахтин. И я, между прочим, он как-то для меня, вот, я теперь понимаю, вот, мы же их не видели, мы младшие. Мы их не видели, тех, в те страшные годы. Вот я теперь вижу, что это такое. Все нам актеры показывают, или какая-то хроника, или рассказы. Но сейчас я вижу, что это такое. И как его подсудимый не учитывает, какое же надо иметь внутреннее самоуважение, уверенность в своей правоте и вот это мощное уважение к себе и к своему товарищу, чтобы игнорировать вот это, беспрецедентное хамство. Я такого не видела никогда. Ни в кино, ни в хронике, нигде. Это из тех далеких лет, когда я только еще не родилась. Это оттуда, откуда-то нам подсовывают этих мутантов. Извините, понимаете, я сейчас как бы действительно говорю о человеке страшные вещи, но он их заслуживает. Если бы он себя видел со стороны, он бы испугался. Вот скажите, Гарри Каспаров сказал, что хватит писать письма Медведеву, хватит писать письма Путину и так далее, чтобы посмотрели на это дело со стороны. Он призвал общественность как-то уже влиять на суд, обращаться к Данилкину, чтобы Данилкин послушал общественность. Что вы об этом думаете? Не знаю. Не знаю. Но то, что Гарри Кимович говорит правильно, что почему адвокатская общественность молчит. Но они же должны в этом разбираться, если даже я понимаю, не имеющая к этому никакого отношения. Почему Резник? Почему Падве? Почему все имя рек, общественная палата? Почему они не смотрят это, не приходят? Я готова к ним обратиться. Почему? Я сейчас читаю книгу Сутягина. Ведь там еще более страшная вещь произошла. Тут вся бизнес-общественность отказалась. Потому что это была чистая компания, которой не подкопаешься, прозрачно. Они все от него отреклись. Потому что они связаны, им опасно это все, поддерживать его. Но у Сутягина его поддержала вся научная общественность, все лауреаты Нобелевской премии поддержали. Поддержали лауреаты Нобелевской премии те, которые не в России живут. Ну, а он сидит 10 лет, еще 5 будет сидеть, а может быть еще. Ни в чем не повинный человек. И сам суд над ним был еще более откровенно безобразным, издевательским. И он не смог себя защищать вот так. Ну и, может быть, напоследок, что бы вы хотели, наверное, пожелать Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу? Во-первых, здоровья. Во-первых, сейчас только здоровье. Здоровье. И, мужество у них есть. Да у них все есть, кроме одного. Вот я волнуюсь, что в этих обстоятельствах им еще долго. Я чувствую, что они не выйдут очень, и мы знаем до каких пор. Потому что есть режиссеры и есть дирижеры у этого безобразия, который называется правоохранительная система. Или как они называются? Паломнический суд. Ну, есть наверное, еще... Паломнического суда, наверное, есть свои дирижеры. Да. Это страшно все. И я знаю, что какие-то люди выигрывают суды. Но если попался человек мощный, с талантом, с интеллектом, да это еще Пушкин написал все. В России так.
Если есть талант, интеллект, профессиональный гений, судьба его ужасна. Хорошо. Спасибо большое.